В самый холодный год лоза принесет плоды, от радости до беды кольцо на твоей руке. Ступай только налегке, пока не зашла заря, пока это все не зря. Запомни и повторяй, я знаю, в последний миг он сможет меня укрыть. Смотри, мой холодный мир, власти твоей нет надо мной, нет подо мной, а до неба грядет в полнетру. В чистый огонь вниз головой, если так надо, власти твоей нет надо мной. В самый последний день приходит на водопой беспечный древесный дух, ветвистые его рога, в тени их растут цветы, и выстрелы наугад не смогут его догнать, не смогут меня найти. Я знаю, в последний миг он сможет меня укрыть. Смотри, мой холодный мир, власти твоей нет надо мной, нет подо мной, а до неба грядет в пенетру. Чистый огонь вниз головой, если так надо, власти твоей нет надо мной. Дамы и господа, мальчики и девочки, сегодня вам выпала невероятная, уникальная, счастливая возможность присутствовать при сеансе общения с духами. Все мы знаем, что вокруг нас ревущие 20-е. А это значит, что близится 25-й год, и все мы периодически ревем. Но несмотря на это, сегодня в программе оголтелый спиритизм, предсказание будущего на следующий год. Герметическая каббала, таро, алхимия и оккультная магия отменяются. Верчение стола тоже не будет. Но прежде чем мы начнем, подумайте, хотите ли вы знать свое будущее? Хотите? Тогда загадайте цифру от 1 до 7 и напишите ее в комментариях. Только это нужно сделать обязательно, потому что эта цифра послужит отправной точкой для предсказания на следующий год. Сегодня мне помогают фрау Ольга и сеньор Алехандро. Они не владеют языками человеческими, а поэтому будут обращаться знаками. Если б мне стать маленьким, как цветок, лютика, мне бы и то не найти выхода. Земли вокруг туманные, кто эти люди и сколько чего мной было выпито. Вижу, горит изба, а за избою двор, а за двором площадь с людьми.
трава, а за травой забор, а за забором весь этот мир. Если кругом пожар, я не хочу бежать. Я говорил с огнем, мне ничего не жаль. Хочешь идти, пойдем, я не вернусь домой. Там за моей спиной вместо сумы любовь, вместо беды покой, вместо толпы сам Господь Бог благословил этот поход дождем. Если мне стать искренним, как дитя малое, бросить дела в молитве сложить, но колесо вертится, стылая, сталая, а в колесе вся моя жизнь. Я запишу слова, и вроде бы ничего, и в пустоте вспыхнет на миг двор, где горит трава, а за травой забор, а за забором весь этот мир. Если кругом пожар, я не хочу бежать. Я ухожу в туман, мне ничего не жаль. Хочешь идти, пойдем, я не вернусь домой. Там за моей спиной вместо сумы любовь, вместо беды покой, вместо толпы сам Господь Бог благословил этот поход дождем. Здравствуй, февраль не пришел один, снова болит в груди и не берет огонь. Письма тяжелые, как гранит, со всех берегов границы и с разных ее сторон. И не забудь, есть те, кто быстрее пуль, если расчеты верны. И видит ли кто-нибудь весь этот мир не пролитым молоком? И все еще далеко, так далеко до конца войны. Все объяснят потом, как не перейти поток, как не приступить закон. Письма холодные, как гранит, надгробий, что вдоль границы и с разных ее сторон. И не забудь, есть те, кто быстрее пуль, если расчеты верны. Но видит ли кто-нибудь весь этот мир не пролитым молоком? И все еще далеко, так далеко до конца войны. И я надеваю траур на восточный манер, белый, как всякий, кто будет слеп. А все, для кого я пела, лягут в черные травы на этой ничьей земле.
расчеты верны, и видит ли кто-нибудь весь этот мир не пролитым молоком? И все еще далеко, так далеко до конца войны. Я чувствую, что кто-то уже загадал цифру. Это цифра 1. Как дух, который пытается выйти со мной на связь. 1 стук значит да, 2 значит нет. Призрак, ты здесь? Ты слышишь меня, призрак? Ты здесь, чтобы нам навредить? Ты хочешь говорить с нами, но у тебя нет голоса. Тогда используй мой голос. Однажды я совершил ошибку и спас миллионы людей. Меня зовут Александр Флеминг, и я изучал болезнетворные бактерии. В мое время каждый второй ребенок умирал от инфекции. Та же судьба ждала каждого взрослого, который получал даже малейшее ранение или переживал малейшую операцию. Однажды я отправился в отпуск и не помыл чашки Петри, в которых выращивал свои образцы. Когда я вернулся, меня ждал скандал. Уборщица была в ярости. Но в одной из чашек Петри я обнаружил обычную плесень, которая каким-то образом подавила рост бактерий. Из нее-то я синтезировал первый антибиотик – пенициллин. А он спас миллионы людей. Не благодарите. И если вы загадали цифру 1, то я говорю вам: иногда находишь там, где даже не ищешь. Она пишет вам в поход о том, как холодна весна, о том, как пламя от костров не греет ее рук, и вниз по Темзе мор, а вверх сестра его война сидит на берегу. Она хотела бы узнать, жива ли ваша честь, полна ли ваша грусть. Что вы украли, вы были праведны, но не правы. В ее окнах ночью сгорит свет, но нет ответа. Эти долгие годы своды правил. Королева царствует, но не правит. Королева сходит с ума медленно, незаметно. Просит вас простить ее за столь неровный слог, ее за этот нервный жест. Вот прядь ее волос, как чистый яд в стреле. Она так хочет получить ответ хотя бы на
Вернет ли вас Господь домой? Идет ли дождь весной к святой земле? Это то счастье, что вы украли. Вы были праведны, но не правы. В ее окнах ночью горит свет, но нет ответа. Эти долгие годы и своды правил. Королева царствует, но не правит. Королева сходит с ума медленно, незаметно. Королева сходит с ума медленно, незаметно. Королева сходит с ума медленно. Уходит день, горят огни на самой людной из площадей. Мы с тобой одни. Трубят отбой, окончен парад. Я так сильно хочу быть с тобой, но тебе пора. Может ли, может ли, может ли целый мир прекратить жить по законам мести? Можно ли, можно ли, можно ли так любить? Просто быть в безопасном месте. Зачем ты здесь? И черт бы с ним. Но мы в театре военных действий совсем одни. Окончен бой, и Бог не спас. Я так сильно хочу быть с тобой, но есть приказ. Может ли, может ли, может ли целый мир прекратить жить по законам мести? Можно ли, можно ли, можно ли так любить? Просто быть в безопасном месте. Уходит день, горят огни на самой людной из площадей. Мы с тобой одни. Трубят отбой, окончен парад. Я так сильно хочу быть с тобой. Я так сильно хочу быть с тобой.
ко мне приходит новое видение. Я чувствую, как где-то в дымном и шумном городе кто-то загадал еще одну цифру. Это цифра 2. Я чувствую новую сущность, которая витает рядом со мной в эфире. У меня для вас есть потрясающее, шокирующее, ужасное откровение. Если квантовая физика не испугала вас до чертиков, то вы ничего в ней не поняли. Меня зовут Нильс Бор, и проблема строения атома в полном смысле лишила меня сна. Я думал и думал, и мои коллеги решили, что я уже лишился рассудка. А потом случилось закономерное. Я уснул. Во сне я увидел себя стоящим на солнце. Огромный сияющий шар бурлил под моими ногами, выбрасывало протуберанцы, как огромные щупальца. Звездное вещество кипело, как вода в котле. Я не обращал на это никакого внимания, потому что я не мог оторвать взгляда от неба. Дело в том, что я оказался в центре Солнечной системы, и прямо над моей головой на огромной скорости, каждая по своей орбите, вращались планеты. Я проснулся, схватился за карандаш и записал новую, революционную теорию строения атома, планетарную теорию. Она гласила, что элементарные частицы вращаются вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. А потом мне вручили за нее Нобелевскую премию. А надо было всего-то отпустить и позволить подсознанию самому все решить. И если вы загадали цифру 2, у меня есть предсказание для вас. Если идея не кажется достаточно безумной, от нее не будет никакого толку. Твои письма мне обещали мор, принесли глад. Был один герой, вышел за забор и попал в ад. Тот, кто не был смел, угодил в плен 4 стен. Ни о чем не рассказывай больше совсем, мы устали от плохих новостей. А когда все закончится, мы уйдем по воде вдвоем. Я и тот, кому не хочется хоронить целый мир живьем. То ли снится мне океан жив, но укрыт льдом. Вот и возьми мял, очерти круг, защити дом. Если хочешь забрать нас, приди, возьми, подавай смерть в постель. Разрешение дышать, право быть людьми, мы устали от плохих новостей. А когда все закончится, мы уйдем по воде вдвоем. Я и тот, кому не хочется хоронить целый мир живьем. А когда все закончится, мы уйдем по воде вдвоем. Я и тот, кому
Вот идет великан, маленький-маленький мальчик играет в Бога. Под его сапогом хрустят города, грустят, о чем-то спешат. Если этот сапог заслоняет солнце и медленно движется вниз, море из берегов крысы вывезли золото за границу. К черту деньги, погоду, новости. Я не знаю, что может тебя спасти. Что мы скажем ангелу, когда замрут часы? Нам нужна надежда и мотоцикл, твоя надежда и мотоцикл, одна надежда и мотоцикл, надежда и мотоцикл. Вот идет человек, маленький перед Богом. У него ничего, нечего петь, ждать, некуда идти. У него в рюкзаке долгая ночь и 7 волшебных богов. Будет лестница в небо, тень великана, солнце, огонь горстит. К черту деньги, погоду, новости. Я узнала, что может тебя спасти. Что мы скажем ангелу, когда замрут часы? Нам нужна надежда и мотоцикл, твоя надежда и мотоцикл, одна надежда и мотоцикл, надежда и мотоцикл. Твоя надежда и мотоцикл, одна надежда и мотоцикл, надежда и мотоцикл, надежда и мотоцикл, твоя надежда и мотоцикл, одна надежда и мотоцикл, надежда и мотоцикл. А сейчас я чувствую человека в очень маленьком городе или даже поселке. Он тоже загадал цифру, и она звучит, как музыка в бальном зале, в котором пары танцуют, не отражаясь в зеркалах. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И духов в этот раз тоже пришло 3. Когда мы отправились к полюсу, мы не думали, что эта экспедиция закончится вот так. В ноябре наш корабль намертво вмерз в лед. И стало понятно, что двигаться дальше невозможно. Земля на просьбу о помощи ответила, что до марта никто не придет за нами. Потому что ни один корабль не сможет добраться до нас, не повторив нашей участи. В декабре лед сжался, и наш деревянный фрегат принялся трещать по швам. Стало понятно, что нужно спасаться бегством. Мы эвакуировались на лед. Стояли среди белого безмолвия и с ужасом смотрели, как ледяные стены с хрустом ломают борта нашего корабля и нашу надежду на скорое освобождение. К счастью, у нас были палатки, спальники и достаточно еды, чтобы дождаться весны. Но самым большим везением было то, что у нас с собой было какое-то нечеловеческое количество джина. Так мы провели эту зиму. Изобретали новые названия для снега. Делились воспоминаниями. Пели песни и пили джин. Это история с хорошим концом.
В марте нас подобрала спасательная экспедиция, и мы вернулись домой. Но так хорошо, как в ту зиму, мы больше никогда не проводили время. И если вы загадали цифру 3, то, пожалуйста, учитесь хорошо проводить время, даже когда кажется, что провести его можно исключительно плохо. Люди, одетые в тени, люди, попавшие в сети, люди, попавшие под запрет. Стонет глупое сердце, и никуда не денешься, и ничего другого нет. Цветного лета переоделись в траурный шелк. Волны бьются о дикий берег, а я не могу поверить, я не могу быть кем-то еще. Твой мир внезапно рухнул, и мой внезапно рухнул. Все долго шло по кругу, но вот здесь край. Мы будем домом друг для друга, домом друг для друга. Держи меня за руку, не отпускай. Твой мир внезапно рухнул, и мой внезапно рухнул. Все долго шло по здесь край. Мы будем домом друг для друга, домом друг для друга. Держи меня за руку, не отпускай. Не знаю, я не могу быть кем-то еще. Кто мы?
на всех знаменах мой мир рушится. Кто со мной говорит из огня, не глазом трубным, а глазом пушечным? А смерть — это тоже полет, только наоборот, и вниз головой. Печаль не перестает. О чем она поет? Пой, пой. В небе голубом встанет облако, наш небесный дом, град золотой. Кто пойдет со мной рука об руку по земле живой, вечно живой? Черное кружево и все знамена, чего нужного. Мы поем «Прощай, оружие» на всех площадях. А танец — это тоже полет, когда он беспечен, когда он свободен. Любовь не перестает. Я буду вечно, вечно с тобой. В небе голубом встанет облако, наш небесный дом, град золотой. Кто пойдет со мной рука об руку по земле живой, вечно живой? В небе голубом встанет облако, наш небесный дом, град золотой. Кто пойдет со мной рука об руку по земле живой, вечно живой? По земле живой, вечно живой. По земле живой, вечно живой. На этом мы сделаем небольшой перерыв. Вот здесь есть продажное место, в котором много всего интересного привезли мои музыканты, которые наконец-то доехали, и наконец-то я играю с составом немного нервно, а не одна, как последние годы. Мне кажется, для меня это огромная радость. Я не знаю, как для вас, насколько вы рады их видеть, но я прям очень рада их видеть. Вот здесь все, что они привезли. Книга «Весьма вероятное приключение морского конька и его невозможной команды», тельняшки по ее мотивам, кружки, стикеры, флешки с аудиокнигой, браслеты из полудрагоценных камней, кажется, которые плетет наш дорогой друг по мотивам наших песен, а не просто так. Все это там. Я надеюсь, что в перерыве через 15-20 минут, когда мы продолжим, все получат свои напитки, потому что если кто-то еще раз пройдет передо мной, я его загрызу. И вы знаете, меня оправдают, потому что это будет дух Нильса Бора, честное слово. Встречаемся здесь через некоторое время.
одеяло меня уложи, теплой землей укрой, умежи, в лоб поцелуй и веки смежи, пока не сыграли отбой. Сан колокольчиком мне сотвори, маленьким мальчиком в сердце зари, гречневым зернышком дай прорасти, прости, я улетаю домой. И что будет после тебя, что будет после меня, что будет после тебя? Что будет после тебя, что будет после меня, что будет после тебя? Своим и чужим, это глаза уснувшей змеи, это Господь за миг до земли, когда я нажал спусковой. Это внутри взорвется на три, неприрученное сердце зари, необреченное пламя в груди. Прости, я улетаю домой. После тебя, что будет после меня, что будет после тебя? Что будет после тебя, что будет после меня, что будет после тебя? Одеяло меня уложи, теплой землей укрой, умежи, в лоб поцелуй и веки смежи, пока не сыграли отбой. Сан колокольчиком мне сотвори, маленьким мальчиком в сердце зари, гречневым зернышком капли тепла. Не плачь, я улетаю домой. Я чувствую, что еще один человек загадал цифру. Этот человек сейчас находится далеко от дома. Иногда ему весело, иногда грустно, но чаще всего он задается вопросом: а не ошибся ли я? Он загадал цифру хорошую и надежную, как ножки стула или всадники Армагеддона. Это цифра 4. Вы чувствуете? Кто-то еще пытается выйти на связь. Этот дух не похож на предыдущие. Он осторожный, деликатный. Это женщина. Ты хочешь нам что-то сказать, милая? Мне кажется, что никто никогда не видел меня полностью. Люди видели только мое тело. Лицо, фигуру. Может быть, поэтому я и стала актрисой. Меня зовут Хедвига Кислер, но вы скорее знаете меня как звезду золотого века Голливуда Хейди Ламар. Я 6 раз была замужем за миллионерами и знаменитостями и снялась в одной очень откровенной киноленте под названием «Экстаз». Представляете, как сильно все удивились, когда оказалось, что я кое-что понимаю в физике. Когда в 1940 году немецкая подлодка потопила гражданский корабль, где на борту в том числе были 77 детей, я сама мать 3,
решила, что так больше никогда не должно произойти. Я разработала технологию зашифрованного радиоуправления ракетами при помощи псевдопеременных кодов, которые передавались частями одновременно по нескольким каналам, так что их невозможно было перехватить. Я запатентовала эту технологию, но еще 50 лет она оставалась слишком сложной для технической реализации. И только уже потом на ее основе создали GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Иногда мне кажется, что я всегда была чем-то большим, чем актриса и сердцеедка, чем-то большим, чем во мне хотели видеть мужчины. И если вы загадали число 4, то я говорю вам, не бойтесь не оправдывать чужих ожиданий. Их ожидания — это их проблемы. Из ее глаз разжигал огонь, и всем было радостно. И капитаны вели корабли домой, припав к подзорной трубе. И дети от счастья бросались в море, а киты бросались на берег. А жена смотрителя маяка держит себя в руках, опускаясь на дно бокала, возвращаясь домой. Ах, она каждую ночь одна, так легка и так высока над уровнем моря. В глазах ее стало темно. Она сказала мне нечего делать здесь, и вышла в окно. И что с того, что кого-то не стало? Никто не грустит, у нее не было планов на старость, у него нет перспектив. А жена смотрителя маяка держит себя в руках, опускаясь на дно бокала, возвращаясь домой. Ах, она каждую ночь одна, так легка и так высока над уровнем моря. Ах, жена смотрителя маяка держит себя в руках, опускаясь на дно бокала, возвращаясь домой. Ах, она каждую ночь одна, так легка и так высока над уровнем моря. Ах, она. Подолом шуршит по ступеням и трогает мятную ручку двери. Дама, одетая в мертвое время, дама, сияющая изнутри. Мой брат ей обещан любимой кружкой, смешным паровозом, ушедшим в депо. Она поднимает, смеется и кружит, и падает пепел на шахматный пол. Это больше тебя и меня, просто детей. Я уже
твою тень, можешь лететь. Это больше тебя и меня, просто детей. Я уже не держу твою тень, можешь лететь. Ты знаешь, что нас с тобой нет, и я видела где-то за темным стеклом, как будто бы я просто марионетка, а ты мой разрушенный кукольный дом. И будто бы нет для печали причины, шкатулка играет измученный вальс. И это не женщины и не мужчины, а души, живущие в каждом из вас. Это больше тебя и меня, просто детей. Я уже не держу твою тень, можешь лететь. Это больше тебя и меня, просто детей. Я уже не держу твою тень, можешь лететь. Можешь лететь, можешь лететь. Можешь лететь, можешь лететь, можешь лететь, можешь лететь, можешь лететь, можешь лететь. Тише. Дайте мне послушать эфир. Я чувствую в этом зале очень сильные помехи. Дело в том, что кто-то здесь не верит в то, что это происходит на самом деле. Но это не помешало ему загадать цифру. Он загадал цифру 5. Что ж, благодаря вам, господин скептик, только один дух сумел пробиться через стену вашего недоверия. Самый настойчивый дух. И я думаю, он вам что-нибудь скажет. С вашего позволения, я ничего не буду говорить человеку, у которого нет веры. Вы, наверное, решите, что так может сказать только фанатик. Да и ладно. Считайте, что я фанатик. Да будет свет. Меня зовут Томас Эдисон. И я точно знаю, что невозможно преуспеть ни в каком деле, если ты в него не веришь. Вы знаете меня как создателя электрической лампочки. Это приятно, но это неправда. Я ее скорее запатентовал и пустил в серийное производство, чтобы она стала доступной почти каждому. А еще я ее усовершенствовал. А вы знаете, что до меня спиралью накаливания в этой лампочке служило бамбуковое волокно, и она работала всего 48 часов, а после гасла навсегда. Я понятия не имел, из чего сделать эту треклятую нить. А поэтому я один за другим перепробовал 6000 материалов. Это заняло мне 2 года. Ну вуаля! Теперь в каждой электрической лампочке на планете накаляется до бела вольфрамовая нить. А вам, загадавшему число 5, я скажу. Наша самая большая слабость заключается в том, что мы слишком быстро сдаемся. Самый верный способ добиться успеха – это просто попробовать еще раз.
Светящаяся душа, больше с тебя нечего взять, незачем спешить. Сбитая от вина система координат, ты слишком долго прожил на этой вершине. И если ты разглядел, и если это игра, выдумай другую, где 10 тысяч стрел и 10 тысяч ран стали поцелуями. Предсказывай или лги, лечи меня от тоски. Пообещай в ноябре, что скоро весна. Но только не уходи, кто-то не пьет один, а я не могу встречать темноту одна. И если ты вправду чист, и если ты миротворец, создай новый мир, где 10 тысяч птиц и 10 тысяч солнц стали людьми. Затягивается шар, светящаяся душа, больше с тебя нечего взять. Прихожу 4-ю ночь, не зажигая свечей, не обращаясь к посредникам и святым. Здесь холодно и темно, мне кажется, я вижу дно, и плещется серебро у края воды. Я знаю так много дел, что некогда отвечать ни в море, ни в небесах. Но я прошу тебя о беде, прошу не о чудесах. На самый край, в ужасы моряков, в мечты моей госпожи о новом для нас пути. Здесь найден рай и изобретена любовь, но сердце мое не переживет этот штиль. Сердце мое не переживет.
тревожно 4-й год. Мне кажется, что вот-вот я брошу к ее ногам весь мой опустевший флот, когда она позовет меня через океан. Я чувствую этот взгляд холодом по спине, шепотом в темноте всех отданных глубине, и трюмы полны смертей на призрачных кораблях, на самый край, в ужасы моряков, в мечты моей госпожи о новом для нас пути. Здесь найден рай, изобретена любовь, но сердце мое не переживет этот штиль. Сердце мое не переживет. Прихожу 4-ю ночь, не зажигая свечей, не обращаясь к посредникам и святым. Здесь холодно и темно, мне кажется, я вижу дно, и плещется серебро у края воды. Здесь холодно и темно, мне кажется, я вижу дно, и плещется серебро. Здесь холодно и темно, мне кажется, я вижу дно. Я чувствую еще одного человека. Этот человек талантлив и хорош в том, что он делает, но он совершенно себя не ценит. Ему кажется, что бы он ни сделал, этого недостаточно. Он загадал цифру 6. Здесь рядом со мной есть еще один дух. Очень метущийся, неспокойный дух. Он хочет вам кое-что сказать. Меня зовут Сальвадор. И мне кажется, нет смысла называть мою фамилию. Вы ведь и так прекрасно знаете, кто я. Да, это я изобрел накладные ногти и обертку от конфеты Чупа-Чупс. А вам, дорогуша, я хочу сказать вот что. Не надо так с собой. Себя нужно любить. Потому что вероятность того, что нас, таких оригинальных, полюбит кто-то еще, скажем честно, невелика. Однажды ко мне пришел проситься в ученики молодой человек. Он мечтал переехать в Париж и стать художником. Я спросил его: а на что вы готовы ради мечты? Готовы ли вы терпеть лишения, довольствоваться малым? Он сказал: о да, конечно, мне не нужно платить. Я готов спать на полу и питаться только хлебом и водой. Ну и я его прогнал. И сказал вдогонку: вы никогда не станете гением. Вот если бы вы сказали, что вы жить не можете без шампанского и черной икры, я бы знал, что из вас выйдет толк. Потому что, чтобы оплатить такие капризы, нужно быть великим и востребованным. Вы поняли, о чем я? Нужно быть требовательным к своим мечтам, а себя нужно любить и баловать. И если вы загадали цифру 6, то я говорю вам: не бойтесь совершенства. Идите к нему смело. Вам все равно его не достичь.
поднимись на одну ступень, положи себе руку на грудь, почувствуй, как глубоко моя пуля пустила корни в тебя, как горло сводит моей колыбельной. Когда откроется дверь, я буду готова к любым новостям, раздетая до вина, веселая, белозубая. Ангел мой Габриэль танцует истово в птичьих костях, такой красивый и злой, почти как мое безумие. Я создаю богов и тень от города их, из бедер твоих, из ребер твоих людей, из крыльев твоих печаль. Пожалуйста, не отвечай, я несу на себя твой удар, как знамя труда, как лучшее, что случилось со мной за эти года. Это еще не пришло, но близится словно зверь. Это сметет все то, чем мы казались себя. Когда откроется дверь, я буду готова к любым новостям, раздетая до вина, веселая, белозубая. Ангел мой Габриэль танцует истово в птичьих костях, такой красивый и злой, почти как мое безумие. Если, конечно, можно, побудь со мной до конца. Еще 4 затмения, положи себе руку на грудь, почувствуй, как глубоко моя пуля пустила корни в тебя. Дойди со мной до крыльца, поднимись на одну ступень. Дойди со мной до крыльца, поднимись на одну ступень. Знаешь, на меня часы обиделись, я убивал их. Время 30 долгих лет, и все было ладно, но меня увидели в ориентировках на стекле. И скрипели шестеренки, будто зубы, где-то между пламенем и огнем. И высокосный год был особенно грубым, он даже угрожал мне судным днем. Но Гавриил играет в переходе Битлов и Армстронга на трубе, и у меня нет времени выпить кофе, зато есть время позвонить тебе. Знаешь, у меня календарь закончился, я лежу разбитым до утра, и даже вся королевская конница не смогла бы меня собрать. Но пускай от
отныне все будет правильно. И эти последние несколько дней, если мне их любезно оставят, я хотел бы провести с ней. День перевели на час, и будильник сдох, и шарик замер голубой, и у меня нет времени сделать вдох. Зато есть время побыть с тобой. Перевели на час, и будильник сдох, и шарик замер голубой, и у меня нет времени сделать вдох. Зато есть время. Я чувствую, как в этой комнате стало тесно. Она полна людей, живых и давно ушедших. А еще я чувствую, что кто-то, кому сейчас одиноко, загадал цифру 7. Ровно столько же духов сейчас находятся в этой комнате. Духи, вы здесь? Сейчас нас 7. Но когда мы отправились в этот поход, нас было 50. В Спарте начиналась весна, и это было самым обычным делом. В то время на Пелопоннесе кто-нибудь постоянно с кем-нибудь воевал. Если вы видели весну в Элладе, вы знаете, почему именно в это время так не хочется умирать. На зеленых холмах, как маленькие облака, белеют овечки. По обе стороны от дороги цветочный ковер, красный, желтый, синий. Пчелы жужжат над бутонами. Воздух пахнет медом и горной водой. Звенят ручьи. И что прикажешь делать в такой день? Не хочется умирать, и все тут. В Спарте высшей доблестью для командира считалось, если из похода возвращается столько же человек, сколько в него отправилось. И все со щитом, никого на щите. У нас получилось не так. Когда мы вернулись, нас уже было не 50. Нас было 51. Потому что мы не только никого не потеряли, но еще подружились с одним парнем и его собакой. И если вы загадали цифру 7, то мы говорим вам: друзья находятся даже там, где этого не ждешь. Нужно только смотреть на мир глазами, полными радости. Пусть тебе снятся белые крылья, тонкие пальцы, серебряный смех, полупрозрачный жест балерины, и схлопнулись мили, как книжка с картинками. Где над Ирландией шел снег, где над Ирландией шел снег. Пусть тебе снятся движения губ, помнящих древние заклинания.
а для тебя только во сне. Где над Ирландией шел снег, где над Ирландией шел снег. Пусть тебе снится звенящая вечность, где все происходит гораздо легче, где проделаны бреши в свинцовой стене, и все тонуло в этой белой волне. Где над Ирландией шел снег, где над Ирландией шел снег. Где над Ирландией где над Ирландией шел снег. Я чувствую, как комната погружается в тишину. Один за другим ее покидают призраки прошлого, и на смену им приходит видение будущего. Я вижу абсолютно черный коридор, стены которого сияют тысячами звезд, но те не складываются ни в одно из знакомых созвездий. Коридор медленно вращается, смешивая пространство и время, и они теряют смысл, потому что все происходит везде и сразу, всегда и одновременно. Я смотрю в следующий год и вижу, что он будет лучше, потому что каждый год лучше из возможных. Просто потому, что мы еще живы. Потому что мы терпим лишения и теряем. Потому что мы создаем и учимся новому. Потому что мы расстаемся с людьми и находим друг друга в бесконечном движении механизма небесных сфер и человеческих судеб. И стоя здесь, на краю черного звездного коридора, в котором, как в бетономешалке, медленно смешиваются километры и световые годы, я думаю только об одном. Мы рождаемся и умираем в одиночестве. Мы плывем через эту реальность в герметичном скафандре из собственной кожи, без надежды выбраться из него живым. Но какое же счастье, что мы живем в одно время, и что в этом времени хотя бы на 2 часа могли соприкоснуться душами здесь и сейчас и навсегда. Новый день снова не для всех, и тает снег, будто край весны. Храни мои следы в сердце, храни мои следы в сердце, храни мои следы в сердце, я вернусь по ним. Несколько вечностей с тобой
хочется верить, что доброе утро, да, где сияние накроет мой дикий север и твой вечный сумрак. Все не те, кольцо на пальце моих путей, и больше нет никаких дел, у меня больше нет никаких дел, у меня больше нет никаких дел, я храню твою тень. Несколько вечностей с тобой, и мне хочется верить, что доброе утро, да, где сияние накроет мой дикий север и твой вечный сумрак. Следы в сердце, храни мои 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 следы в сердце. Спасибо большое клубу «Философ», который нас сегодня принимает и сделал все, чтобы эта съемка была возможна и комфортна, и даже перестали ходить перед камерой. Теперь можно. Спасибо. Спасибо за понимание. Спасибо огромное за звук Ивану Тищенко. Наш звукорежиссер приехал специально, чтобы строить этот концерт. Фото и видеосъемка Динара Никифорова. Административные вопросы Ярослав Тимофеев. Сегодня вопросов было очень много. Наш секретный, я придумала должность, наш секретный шумовик. Если вы слышали звук варгана, калимбы и думали, откуда же эти звуки раздаются, они раздаются из-за рояля. Олег Хоган. Скрипка, клавиши и непристойные анекдоты. Ольга Гостева. Гитара, кахон и стильная шляпа Александр Птицын. И спасибо вам за то, что вы сегодня здесь. За то, что вы слушаете и за то, что вы слышите. Самое важное, что я всегда говорю и снова скажу. Любите людей, которые рядом с вами, и тех, кто далеко. И никогда не откладывайте на завтра никаких добрых дел и слов, потому что нет никакого завтра. Есть только здесь и сейчас. Все, что можно купить, лежит там. Все, чего купить нельзя, у вас уже есть.
Мир вам всем и будьте счастливы. Ладно, пока вы требовали еще, Ольга рассказала мне непристойный анекдот. Поэтому теперь мы сыграем об этом песню. Я написала об этом песню. Кофе черный, а взгляд печальный, тень беды на твоих плечах. И новый день, как обет молчания. А ты из тех, кто не верит в глупый. Ангел пьет, темный эльф в углу. Я так хочу произнести это вслух. Скоро зима, и снова плохи дела. Девочка острая, как стрела. Вирус удачи никак не ладится. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня. Я знаю эту большую тайну, как тонет пол, а стены тают, и мир теряет очертания. Где ночь темнее, а небо выше, я стану медным и огненно-рыжим. Ты рассмеешься, и ты услышишь. Скоро зима, и снова плохи дела. Девочка острая, как стрела. Вирус удачи никак не ладится. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня, я ирландец. Поцелуй меня, я ирландец. Ну поцелуй меня. Скоро зима, и снова плохи дела.